Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим пятнице 13-го. Обращаем ваше внимание, что 13 мая нас ждает пятница. И давайте поговорим в этом видео, что же нам ждать от этого дня, на какие моменты обязательно стоит обратить внимание, а также что можно и что нельзя делать в этот день, чтобы этот день для вас прошел благополучно и успешно. Далее все более подробно в этом видео. Итак, друзья, пятница 13 и ближайшая у нас такая дата 13 мая. Многие скажут, что это несчастливый день. Для кого-то это мнение родом из Средневековья, но вы знаете, оно актуально и на сегодняшний день. Для кого-то и нет, потому что, знаете, как дело добровольно. Хочу верю в это, хочу или нет. Но само по себе число 13 все-таки воспринимается как неблагоприятное во многих культурах мира. Негативным отношением к нему славятся Гомер, Цицерон. А вот, например, каббалисты считают, что духов зла 13. Пятница, которая сегодня чаще всего воспринимается радостно, как день, который предшествующим выходным исторически также считается неблагоприятным днем. И если в 21 веке в пятницу человек счастливо выдыхает перед долгожданным отдыхом, то в средние века по пятницам палачи точили топоры и совершали казни. Конечно же, с ходом времени истории совмещались, страхи упрочнялись, и пятница 13 вроде как стала навевать двойной ужас на людей. В этот день, как правило, происходили крупные трагические события. Крушение кораблей, теракты, падение самолетов. Эти печальные события мы можем прочитать в средствах массовой информации. И, конечно же, таким образом мы все приходим к тому, что все-таки пятница 13 имеет свои определенные приметы, суеверия, традиции, и желательно в этот день все-таки соблюдать определенные правила. И у многих словосочетание как пятница 13 ассоциируется с негативом, с мистикой и неприятностями. Основой этого популярного суеверия послужило реальное историческое событие. 13 апреля 1307 года в пятницу поймали и арестовали большое количество представителей ордена тамплиеров. После недолгого пребывания за решеткой все узники были сожжены на костре инквизиции. Поэтому вот эта боязнь, страх у нас тянется еще с тех времен. Давайте поговорим о том, что можно делать в пятницу 13-го, а потом поговорим о том, что все-таки на какие моменты стоит обратить внимание. Вы знаете, в этот казалось бы, неблагополучный день можно благополучно привлечь к себе деньги. Дело в том, что пятница 13 соответствует числу 4. Поэтому в день всеобщего невезения встаньте у зеркала от 3 до 4 минут, расчесывайте волосы, повторяя такие слова: «Деньги приходят ко мне быстро, наилучшим для меня образом, да будет так». Благодаря такой практике и таким волшебным словам вы можете получить и бонусы от продаж, получить премию, возможно, вы даже найдете деньги. В общем, у Вселенной для вас много денежных подарков. Ваше именно желание и быть открытыми. Также в пятницу 13 посвятите день себе, а именно уходовым процедурам, например, тот же массаж, обертывание, масочки или релаксации, хороший сон, медитация, чтение какой-то позитивной литературы, просмотра доброго кино. Или неинтенсивному спорту. Например, вы можете сходить в бассейн, попрыгать на скакалке во дворе, проведите вечер в кругу семьи за чашкой чая или ароматного кофе. Тут главное, чтобы любое действие, которое вы будете делать в пятницу 13-го, приносило вам радость и удовольствие. И очень важно, все, что вы будете делать в пятницу 13 для себя и своего здоровья, физического или душевного, пойдет вам точно на пользу. Давайте теперь поговорим о том, что нельзя делать в пятницу 13-го.
в пятницу 13-го не только не садитесь за руль, но и не отправляйтесь в путешествие, потому что и дорога, и отдых будут полны неприятных впечатлений и мелких неурядиц. Конечно же, если вы верите в несчастливый флер пятницы 13-го. Также в этот день постарайтесь отказаться от каких-либо вечеринок, застолий и прочих масштабных увеселительных мероприятий, потому что бытует мнение, что чрезмерное счастье может заставить темные силы привнести баланс в мир и вашу жизнь, в частности, добавив в нее внезапно какое-то неприятное событие. Также не начинайте в пятницу 13-го что-то новое, это те же проекты, какие-то курсы и так далее. Также в этот день не устраивайтесь и на новую работу, и не заключайте сделок. Работа будет не в радость, а сделка не принесет ожидаемого результата и успеха. Также в пятницу 13-го не сажайте растения, либо не вырастут, либо не будут радовать вас внешним видом. Если растение должно приносить плоды, то плодоносить оно не будет. Поэтому будьте внимательны именно к этой народной примете. Также не рекомендуется в пятницу 13-го проводить какие-либо финансовые операции, делать крупные покупки, заключать сделки. В противном случае можно сильно погореть. К слову, даже кредиты брать не стоит. Почему? Дело в том, что отдать их будет весьма вам сложно. И вообще лучше не касайтесь в этот день денег, потому что они в этот день становятся проводником негатива. Легко будет подцепить какой-то негатив, передавая, например, купюры из рук в руки. Поэтому по возможности нужно воспользоваться безналом. Также любые ссоры, скандалы, недопонимания в этот день необходимо гасить сразу, потому что в народе верили, что повздорив в пятницу 13-го, спорщики уж не померятся и навлекут на себя определенные беды. Поэтому под запретом не только взаимные упреки, но и даже брань. Также в пятницу лучше не назначать торжеств по случаю свадьбы. Если даже сам праздник пройдет без эксцессов, дальнейшую семейную жизнь с трудом можно будет назвать счастливой. В конце концов, брак может даже потерпеть крах. Также не стоит в этот день собираться в одном помещении в количестве 13 человек. Не стоит в этот день и думать о плохом, глядя в зеркало. Помним, зеркало у нас все отражает. Поэтому хотим посмотреть в зеркало, смотрим с улыбкой на лице и только с хорошими позитивными мыслями. Также не стоит, как мы уже говорили, заниматься новыми делами, проектами, а также не стоит упоминать в этот день черта. Также обращаем ваше внимание, что в этот неудачный день вы можете привлечь удачу в свою жизнь. Поэтому носите в этот день, в пятницу 13-го, яркую одежду. Это может быть красное белье, желтые майки, зеленые носки, например, в голубой горошек. И, конечно же, такой выбор выделит вас среди всех и привлечет внимание к вашей персоне и просто окрасит черно-белый день в яркие краски. Конечно же, многие задаются вопросом, а можно ли убираться в пятницу 13-е? Вы должны понимать, что если уборка приносит радость вам, то убирайтесь в любой день и даже в пятницу 13-ю, в субботу или в понедельник. Если вытирание пыли и мытье полов для вас энергозатратно и ассоциируется не с лучшими временами в жизни, воздержитесь от уборки в невезучий день. В любом случае, программируйте себя таким образом, что наведение порядка в своем доме должно и упорядочить ваши мысли. Когда вокруг все на своих местах, то внезапно приходит осознание и ответы на давно волнующие вопросы и решение каких-то, возможно, затянувшихся проблем. Конечно же, каждый человек из нас хочет, чтобы пятница 13 прошел спокойно, но для того, чтобы это было, необходимо принять определенные меры. И есть несколько практик для того, чтобы избавиться от такого негатива в такой день. И для того, чтобы помочь разрушить плохую энергию пятницы 13, вам могут помочь защитные молитвы и вера в Бога.
молвите слово к Всевышнему, и день станет лучше для вас. Также когда-то наши предки в этот день рисовали и пятиконечную звезду. Ее нельзя было вытирать, пока день не закончится, потому что она являлась своеобразным оберегом от негатива. Друзья, ваше право уделять этому вниманию, дню особое внимание или нет. Но знаете, что все равно, как бы мы ни хотели, но народные приметы нам передавались неспроста. И наши предки были достаточно мудрыми людьми и понимали многие процессы, и не только в своей жизни, но и в мире. Поэтому уделите все-таки особое осторожное внимание в пятницу 13. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео и, конечно же, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно и полезно, и смотрите, потому что там очень много для вас полезной, важной, нужной и интересной информации.